Сколько можно мучиться с этим ножом? Он не режет, а пилит. У нас есть мужик в доме. Все, не буду готовить, пока не будет нож острый. Если знакома такая ситуация, то этот ролик для вас. Всем привет! Сегодня покажу и расскажу, как правильно заточить нож без каких-либо специальных приспособлений. Все, что нам понадобится, это обычный точильный камень, он же оселок, и немного воды. Встроил оселок я вот в такой кусок бруска. Ну а вы, если не найдете брусок, то можете зафиксировать либо в тисках, либо придумать иной любой способ. Главная задача, чтобы точильный камень не болтался, был хорошо зафиксирован. Итак, начнем. Сразу хотел бы уточнить, я не претендую на премию «Оскар» в номинации «Самый лучший острый нож», но тем не менее что-то в этом понимаю. Некоторый опыт получил от хорошего кузнеца, который всю жизнь ковал, точил ножи, топоры, сабли, мачете и многое другое. Приставляем нож к камню, а при этом лезвие ножа должно быть перпендикулярно по отношению к оселку. То есть угол, вот этот угол между лезвием и камнем должен быть 90 градусов. И вот таким движением от рукоятки к кончику ножа мы проводим по камню. Такие движения мы делаем не от кромки ножа, не вот так, как это часто многие ошибаются делают, а на кромку ножа. Это очень важный момент. При этом не забываем про 90 градусов. Держим перпендикулярно. Одна из самых распространенных ошибок — это точить на одной стороне, например, 3 раза, а потом переворачивать на другую сторону и также точить 3 раза. Это неправильно. Ну, то есть, что я имею в виду? Раз, два, три. Перевернули. Раз, два, три. Это неправильно. Надо менять сторону каждый раз. Вот такими движениями. В противном случае центр фаски лезвия может сместиться. Что я сказал? Ты поняла, что я сказал? Нет. Я тоже ничего не понял. Объясню проще. Правильный угол ножа примерно такой, симметричный. Если вы делаете сразу по несколько движений на одной стороне, то угол ножа может сбиться и стать, к примеру, не вот такой, а вот такой. А это, в свою очередь, скажется негативно на работе ножа. Поэтому при заточке лезвие ножа меняем каждый раз. Еще один важный момент – это угол заточки ножа. Обычно, если речь идет о кухонном ноже, то угол должен составлять 20-25 градусов. Но и это не обязательно. Угол можно менять как в большую сторону, так и в меньшую. Помните, чем меньше угол заточки, тем острее нож, но и тупится он быстрее. Например, вы можете заточить нож под углом 10-15 градусов. Тогда он будет острый, как бритва. Но точить такой нож придется чаще. То есть не совсем важно, какой угол вы выбираете. Важно, чтобы на весь период заточки угол был одинаковый. Помочь в сохранении угла заточки поможет ваше воображение. Представьте, что точильный камень – это палка. И вам из этой палки ножом надо сделать копье. Представили? Или представьте, что точильный камень – это кусок сливочного масла. И вы верхушку снимаете небольшой слой. И помните, в заточке ножа скорость не играет важной роли. Главное – это сохранение угла заточки и правильные движения. Если у вас есть возможность, то после грубой заточки такими же точно движениями пройдите на точильном камне с более мелким зерном. Так вы отшлифуете лезвие и избавитесь от мелких зазубрин, которые мог оставить точильный камень с крупным зерном.
Но при правильной заточке даже на грубом камне можно добиться хороших результатов. Ну что ж, попробуем заточенный нож на листе бумаги. Как видите, даже на грубом камне нож достаточно острый. Кстати, кому интересно, в этом видео я показываю, как заточить ножницы. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Если не трудно, в комментариях напишите, какую тему видео вы хотите увидеть в следующий раз. Всего хорошего. Всем пока. Настоящий мужик.